Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой замечательный ажурный узор с мелкими листочками, который идеально подойдет для изделий с ажурной спинкой, с ажурными рукавами или полностью изделия вот с таким ажурным узором. По пряже, что хочу сказать, для этого узора подойдет не совсем любая пряжа. Идеально он будет смотреться на натуральных ниточках, которые хорошо и легко поддаются влажно-тепловой обработке. Также на некоторых смесовых тканях, но пряжи смесовой. Но если пряжа плохо поддается ВТО, узор будет немножечко косить. Зато идеально этот узор подойдет для пряжи, которая косит. Это часто встречается в хлопке, что в лицевой глади у нас полотно косит. Вот, к примеру, как у меня вот на этом образце. Вот эта ниточка при вязании лицевой гладью, она косит вот в эту сторону у меня. Так как узор формируется с помощью двух вместе с наклоном в одну сторону, то все это выравнивается самим узором. И вот посмотрите, полотно абсолютно ровное, нигде ничего у меня не косит, хотя в лицевой очень сильно косит данная пряжа. Сам узор вяжется очень легко и запоминается быстро. Вот так выглядит его лицевая сторона. Если вы будете вязать от горловины, это будет выглядеть вот так, не менее привлекательно. Возможно, это не совсем похоже на листочки уже узор, но выглядеть будет она не менее привлекательно. И вот так выглядит изнаночная сторона данного узора. Небольшие волны, которые формируются за счет двух петелек вместе. И еще одна особенность этого узора, то, что в каждом ряду будет разное количество петель. Но за счет этого вот такая фактурность у него присутствует. За счет вот этого количества разного петелек оно дает объем данному узору. Вот смотрите, это схема данного узора. Серые квадратики – это здесь нет петли. И по схеме видно, что количество петель в каждом ряду будет отличаться. Для расчета петель для изделия я беру за основу количество петель в первом ряду. И я вижу, что здесь нужно 13 петель. Плюс 2 петли симметрии и 2 кромочные. То есть для показа образца одного раппорта этого узора я набрала 17 петель. 13 петель у меня будут участвовать в узоре, 2 петли симметрии и 2 кромочные петли. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочная. 2 изнаночные – это петли симметрии. Раз, два. Далее я начинаю вязать узор. 4 лицевые петли, 2, 3, 4. 2 лицевые с наклоном вправо. Далее 2 изнаночные петли. Раз, 2, 3 лицевые петли, 1, 2, 3 и 2 изнаночные петли, 1, 2, кромочная петля. Второй ряд при поворотном вязании вяжется следующим образом. Кромочная петля, 2 лицевые петли, изнаночная, накид,
изнаночная, накид, изнаночная. 2 лицевые петли, 2 изнаночные вместе с наклоном влево. Вяжутся они вот таким образом. Просто провязывается 2 петельки вместе изнаночной петлей. Далее 3 изнаночные петли, 2, 3. Это я провязала один раппорт. Далее идет 2 петли симметрии лицевые и кромочная петля. Третий ряд. Кромочная. 2 изнаночные, это петли симметрии. Далее идет 2 лицевые петли. 1, 2. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я меняю расположение петель, чтобы не было скрещенных петелек. И провязываю их как 2 вместе одной лицевой. Далее идет 2 изнаночные петли. И все петли до конца ряда я провязываю, до конца раппорта я провязываю лицевыми. 5 лицевых петелек. Далее 2 изнаночные и кромочная петля. Четвертый ряд. Кромочная. 2 лицевые. 2 изнаночные, 1, 2, накид, изнаночная, накид и 2 изнаночные петли. Далее 2 лицевые, 2 вместе изнаночной с наклоном влево, изнаночная петля и 2 лицевые петли симметрии. Кромочная петля. Пятый ряд узора. Кромочная. 2 изнаночные, это петли симметрии. Далее идет накид. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид. 2 изнаночные петли. 1, 2. 5 лицевых. 1, 2, 3. Накиды провязываю лицевой. 4, 5. 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. 2 изнаночные петли. Я закончила раппорт и кромочная петля. Шестой ряд. Кромочная. 2 лицевые. 2 изнаночные вместе изнаночной петлей с наклоном влево. 4 изнаночные петли. 3, 4. 2 лицевые петли. И далее идут 3 изнаночные петли. В изнаночном ряду накиды я провязываю изнаночной петлей. 2 лицевые, это петли симметрии. В раппорте они не учитываются. Кромочная петля. Седьмой ряд. Кромочная. 2 изнаночные, это петли симметрии. Далее лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. 2 изнаночные петли. 3 лицевые петли. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. И
2 изнаночные. Мы закончили провязывание раппорта. Кромочная петля. Следующий ряд у нас будет изнаночный. Кромочная, 2 лицевые петли, 2 вместе изнаночные с наклоном влево, 2 изнаночные петли, 2 лицевые петли и 5 изнаночных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 лицевые – это петли симметрии. Кромочная петля. Девятый лицевой ряд. Кромочная. 2 изнаночные – это петли симметрии. Далее 2 лицевые. 1, 2. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые. Далее идет 2 изнаночные петли, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 изнаночные. Это я провязала раппорт узора. Вы вяжете столько раз, сколько вам нужно для вашего изделия. И кромочная петля. Последний 10-й ряд нашего узора. Кромочная, 2 лицевые, накид, 2 изнаночные вместе изнаночной с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, далее 2 вместе изнаночной с наклоном влево и 5 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5. Далее петли симметрии, 2 лицевые петли и кромочная петля. Вот мы провязали с вами один раппорт узора. Видите, вот эта ниточка у меня не косит. Это смесовая пряжа. Я специально взяла для провязывания образца другую пряжу, чтобы показать вам, как это все будет выглядеть. Вот эта пряжа не косит, но в узоре она будет косить. Если это поддается пряжа хорошо ВТО, тогда вы все это расправляете вот таким образом. Оно даже на образце видно, будет она поддаваться или нет. И просто отпариваете. Если же это синтетическая пряжа, то может она и после ВТО все равно косить. Поэтому вот этот момент вы учитываете. То есть по данной схеме рисунок идет, если пряжа не косит, вот в эту сторону. Вот сформированный наш листочек. И все это выглядит вот таким узором. Мне лично этот узор понравился из-за того, что он подходит для пряжи, которая косит. Бывает очень часто, что мы увидели ниточку, принесли домой, начинаем вязать, а она не подходит для нашего узора. На этот случай есть вот такого плана узоры, которые все это исправят. Спасибо, что провели это время со мной. Надеюсь, видео вам было полезно и мои объяснения понятны. Всем легких петелек и до встречи на канале.